Всем привет, меня зовут Сергей Нелл, и вы на канале Не Ноль. Я думаю, очень хорошо заметно, как звучит новый даунпайп, а его эти перекаты звука хотелось бы, конечно, сохранить и построить всю выхлопную систему на этот твинтурбовый V6 мотор, который стоит в Эклипсе, свапнутый сюда с полным приводом и со всеми пирогами. Так вот, хотелось бы сохранить этот звук, и сегодня я продолжу постройку выхлопной системы, уникальной выхлопной системы. В прошлый раз я построил вот эти даунпайпы, свел их равнодлинным соединением, то есть с каждой головы, с каждой турбины свод абсолютно одинаковый. Это не столь важно, конечно, в турбовом двигателе, но, в общем-то, это дает приятный вот этот переливающийся звук. Но, как я и спрашивал в том видосе, я, конечно, не построил одну из систем. И многие, конечно, правильно написали. Это я не поставил сенсор кислородный датчик. И вот тут возникают большие сложности в том, что компоновка этих даунпайпов достаточно плотная. Для того, чтобы обеспечить эту равнодлинность, пришлось разместить вот такой вот рог. А лямбду надо ставить после свода двух голов, но до катализатора. Можно было, конечно, поставить и после катализатора, но тогда бы он немного неправильно все показывал. Хотя настроить можно машину было бы и здесь. Но я хочу сделать более-менее штатное исполнение. И вот единственное место, куда возможно было установить этот кислородный датчик, это вот это. При сварке закладной под эту лямбду, конечно, не обошлось без приспособы от Михаила S3D TIG. Вот такой вот радиатор, он же служит для образования, для организации поддува, да, внутри. То есть, и он же, в принципе, является макетом своеобразным этого кислородного датчика. И вместе с ним я могу сейчас это все установить для того, чтобы проверить, что у меня в итоге получилось. А вот гаечку-то я не взял. Единственное место, куда, по моему мнению, можно было поставить, это как раз вот это, между выходом из одной из голов и раздаткой. Учитывая, что раздатка ходит вместе с этой частью выхлопной трубы, то есть вместе с этими даунпайпами, то, в принципе, ничего не грозит. И она, эта лямбда здесь прекрасно уживется. Ну и сейчас, когда весь этот даунпайп полностью готов, хотя я бы еще его обернул вот в такую популярную нынче термозащиту Head Shield в данном случае из нержавеющего материала, есть из алюминиевого. Я думаю, впоследствии еще предстоит этим заняться, и будет целая отдельная серия про это. Но есть еще один нюанс, который, в принципе, не очень-то нужен, но, в общем-то, стоило бы, наверное, его сделать. Кто-нибудь, если увидит этот нюанс, напишите в комментариях, будет очень интересно, найдете вы его или нет. Что же мне предстоит далее сделать? Первое, что необходимо, это то, на чем я закончил в прошлый раз, в предыдущей серии про выхлоп, это установить вот этот демпфер. Гофра, та, которая избавит от деформации выхлопа при движении мотора. Моторы у нас поперечные. Движение у них на наклон достаточно большой, особенно в штатных подушках, в штатном креплении двигателя к кузову. Поэтому без вот этой гофры вообще, в общем-то, собирать нельзя. Хотя, в принципе, есть много таких соединений, которые заменяют эту гофру, демпфирующих это место. И в целом, да, установка, конечно, этой гофры, она зависит от центра этого излома. Чем ближе к мотору установить эту гофру, тем меньше будут колебания. В моем случае мне пришлось установить катализатор, который оттянул это расстояние назад, и у меня будут колебания достаточно большие. Но весь выхлоп будет висеть в хороших зазорах, и я надеюсь, что не будет прикасаться с кузовом и не будет сильно выламывать гофру. Если что, потом впоследствии можно будет скорректировать гофрой большей длины, у которой будет больше ход. Ну, сейчас я ставлю вот такую. Весь выхлоп у меня идет в 63-м диаметре, 63 мм выхлопная труба. Она пройдет дальше до задней банки. Никакого резонатора до заднего глушителя не будет. У меня нет под это места, и, в принципе, на турбовом моторе для этого нет никакой необходимости. Шумы подавит катализатор, который как раз заменит все
суммарный резонатор, который можно было поставить до выхлопной банки. Ну и в целом, я думаю, что в данном случае у меня получится достаточно прямая трасса. В прошлый раз я, в принципе, рассказал про все компоненты, которые буду применять, кроме одного и самого важного. Вот этого глушителя. Это конечная банка. Сделали мы ее на заказ. Это не покупная, ручная работа. И сделана она не совсем просто. Ну и чтобы вам было интересно смотреть, что будет дальше, я вам скажу, что мы сделаем с этой банкой. Я ее вскрою и покажу вам, как она устроена. Это не простая банка, она под управляемый выхлоп, под заслонки. У нее 2 входа, громкий и тихий, и 1 выход. И вот что находится внутри этой банки, мы обязательно сегодня посмотрим. Так что не переключайтесь, и кому интересно, подписывайтесь. Такие вещи будут не только сегодня. Я частенько в видосах показываю приспособу от Михаила S3D. Вот, например, такие струбцины, которые позволяют нарезать отводы на нужный угол. Но на данный момент у меня для моего отвода, моего радиуса и моего диаметра струбцин такой не оказалось, поэтому буду по классической схеме с помощью стяжек и хомутиков отрезать. Но ничего не поделаешь. Тоже надо ручками не забывать, как это все делается. А вы какие способы знаете нарезки отводов на нужный градус? Напишите в комментариях. Вообще, конечно, тоннель у Eclipse достаточно большой, но дело в том, что у нас стоит не совсем стандартный мотор, а точнее, совсем не стандартный. И как на всех более-менее свежих моторах, у него коробка передач находится со стороны водителя. Соответственно, кардан у нас теперь прижат тоже к водительской стороне, и выхлоп проходит не по стандартной пассажирской стороне. И с этим связаны все нюансы его размещения. То есть мы уже не можем поставить какие-то промежуточные резонаторы, но они, в принципе, здесь особо и не нужны. В целом выхлопная система получилась достаточно прямая, но условно прямая, потому что все-таки небольшие изгибы приходится делать для того, чтобы обойти задний редуктор, к примеру. И банка будет находиться у нас на штатной стороне, на водительской, на левой стороне. Тоже переход через весь редуктор на другую сторону приходится делать. По зазорам критические места – это, конечно, там, где находятся подвесные кардана. В целом, в остальном кузов позволяет разместить выхлоп с нестандартной для него стороны, а вот бак от Legnum, он рассчитан как раз под выхлоп, установленный с этой стороны, поэтому ниша здесь проходит, в принципе, штатно. На Legnum выхлоп бы ушел бы в правую сторону, но у нас Eclipse, и он уходит в левую сторону. Сейчас необходимо закрепить этот выхлоп на подвесы. В целом, я думаю, что будет
порядка 6 подвесов по всей машине. Все подвесы я размещу в штатных местах. Первые, которые стоят, это на подрамнике, слева и справа. В принципе, они будут держать выхлоп от боковых качений. Таких особо у него нет, потому что мотор поперечный. Следующее штатное крепление находится вот на этом изгибе, на подрамнике. И будет как раз держать вот этот угол всего выхлопа, потому что следующие крепления будут на банке. 3 крепления будут держать банку. 2 из них я размещу тоже в штатное место, и одно спереди, ну, где-то придется делать для него закладную или крепить вот на эти болты. Для подвеса я буду использовать вот такие вот резинки. Эти резинки – это единственное, что есть ценное у компаний, которые торгуют китайскими запчастями для выхлопов. Вот эта резинка, да еще, правда, закладная под лямбду тоже неплохо мною используется. Остальное все в хлам. Для того, чтобы сделать подвес для этой резинки, и из него он никогда не выпадал, вот сделают вот такие вот направляющие фиксаторы, которые с двух сторон имеют 2 бортика и направляющую для того, чтобы удобно было надевать эту резинку. Делают эти фиксаторы еще один Михаил. Это Зимин. Ссылка на его сайт, на его инстаграм будет в описании под видео. У него очень много различных железных приспособ для выхлопных систем. Переходите, посмотрите. Все там. Как же устроена наша банка? Ну, не распилишь, не узнаешь. Я думаю, редко кто распиливает банки для того, чтобы их показать. Но вот придется так сделать. В общем-то, если снять крышку со стороны входов, то под ней будет камера расположена. Притом вот этот вход тихий, вот этот вход громкий. И тихий вход проходит насквозь. Тихий вход в первую камеру не заходит, он проходит сразу внутрь. Внутри мы посмотрим еще, что там, перфорированная труба, и он переходит в другую камеру, в которой закрыт громкий выход. То есть по этой камере тихий выход продвигается и попадает в очередной перфорированный участок. Также опять выходит со стороны начальной первой камеры и через перфорацию громкой трубы уходит уже непосредственно на выход на насадку из банки. Банка состоит из 2 слоев листовой нержавейки. Один внешний слой, один внутренний слой. Не знаю, большинство глушителей строится как раз по такой схеме. То есть никто цельные не делает. Хотя фирменные банки там Lamborghini и Maserati, они сделаны из одного листа. Но он очень толстый. Он порядка 2,5 мм толщиной. Здесь сумма этих 2 листов приближается к 1,5 мм. То есть они тоненькие, 0,8 плюс 0,8 где-то. Так что придется еще распилить второй слой. Под вторым слоем, в общем-то, сама внутренность этого глушителя. Все внутреннее пространство для лучшего шумопоглощения закрыто шумоподавляющим теплостойким материалом. В данном случае это кремнезионная вата или кремнезионная ткань. Частенько сюда вставляют керамическую набивку. Сейчас я ее попробую отсюда повытаскивать. Забита она здесь достаточно плотненько.
И вот теперь банка внутри практически голая. Перфорированные части покрыты нержавеющей шерстью для того, чтобы шумоподавляющие материалы не сгорали. Она лучше всего выдерживает температуру и защищает. Центральная громкая магистраль, она в данном случае сделана целиком из закрытой трубы. Я это сделал умышленно для того, чтобы сохранить звук, тот, который мне понравился после даунпайпов, на громком режиме. То есть в тихом режиме все это заглушится через этот лабиринт, а в громком режиме звук практически без изменений должен пройти через прямую трубу. Такая структура управляемой банки, это, в принципе, классический вариант, то есть лабиринт в обход, и он притом достаточно прямоточный лабиринт, то есть здесь везде есть сохранение диаметра, и проход через вот эти камеры, он практически беспрепятственный, поэтому она условно засычная, условно прямоточная. В собранном виде, но без внешнего корпуса, этот глушитель будет выглядеть вот так, то есть вот первый резервуар, второй резервуар, и, в общем-то, все наполнение. Здесь стоит насадка, это выход, а спереди будет стоять система с заслонками, которые будут переключать эти два входа. Вот такое вот строение у этой банки. В недавнем видео про глушительное аудио я показывал подобные банки тоже в действии, и там было два режима: тихий и очень тихий. То есть центральную часть мы тоже сделали перфорированную, она глушила звук, не сохраняла, а именно глушила. А внешняя часть, тихая, она глушила его еще больше. Но это как бы задумки у каждого свои. Здесь в данном случае я хочу сделать более-менее громкий и тихий режим. Эти заслонки работают от вакуума. Вакуум можно забрать из двигателя с впускного коллектора, можно разрежение создать каким-то компрессором, ну а можно даже, в принципе, ртом. Если кто помнит, то я говорил, что необходимо позвать девушку на канал. Вот как раз для этого она мне и нужна была. Но, к сожалению, все отказались, поэтому получайте неэротичное шоу. По умолчанию эта вакуумная заслонка, она закрыта, и она постоянно закрывает прямую громкую магистраль. Весь выхлоп заходит вовнутрь, ударяется об эту заслонку, возвращается обратно и проходит по единственному возможному варианту через вот этот лабиринт в банке и попадает на выхлоп, на насадку. Когда же заслонка открывается, все выхлопные газы проходят без малейшего сопротивления по этой магистрали прямо на выход из этого глушителя. Если вам нравится мой рассказ, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте, что если видео набирает 5000 лайков, то я бросаю все свои дела и продолжаю снимать на тему Save the Eclipse. Так что все зависит от вас.
При сварке этого узла, конечно, приходится соблюдать множество последовательностей. То есть постоянно приходится прихватывать какие-то части, потом их отрезать для того, чтобы приварить другую часть. Но в итоге, в общем-то, все располагается как надо. Дроссельная заслонка, да, вакуумная заслонка находится на самой банке. Потом к ней отвод в виде тихой магистрали, и все это уходит на общую систему выхлопной трубы. В процессе производства выхлопной системы, конечно же, сварка – это основной вид работы, и я надеюсь, что я не утомил вас ее обилием. Вообще напишите в комментариях, как вы считаете, побольше сварочного процесса вставлять или поменьше, кому что нравится. Напишите в комментариях. Ну что же, аргоновая эпопея подошла к своему логическому завершению. Вот такая вот получилась выхлопная система. В целом, конечно, не самая замороченная, но интересная. Все уместилось, расположилась система управления заслонкой с входами и выходами под громкую и тихую часть. Банку я поставил под небольшим углом, для того, чтобы можно было заезжать сзади на бордюр и не цепляться этой банкой. Ну, а предыдущую всю трассу и даунпайпы мы уже смотрели и даже видели, как они звучат. Контроллер управления этой вакуумной заслонкой я сейчас подключать не стал, но просто его некуда подключить, сейчас еще не готова система впуска, а все равно работать толком не будет. Поэтому придется сейчас управлять заслонкой в том самом ручном режиме. Заработало, отпустил, показывало. В общем, сейчас будем тестировать, как это зазвучит. Ну что ж, даже мне, находясь в салоне, было слышно, какая колоссальная разница между тихим и громким режимом. И, в принципе, перекаты, которые выдавал голый даунпайп, они остались, насколько я могу судить. Не знаю, насколько рекордер запишет звук, но посмотрите вместе со мной. Это я уже увижу после монтажа. Так что очередная система на эту машину готова.
Дальнейшее осталось доделать впуск, немножко электрику. И, в общем-то, наверное, она уедет на какие-то долгие работы по покраске, наверное. Уже не в моих силах, не в моих руках будет. Ну, на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте, что у меня есть дополнительный канал, называется он NeoFAQ, на котором я размещаю видео-ответы на ваши комментарии, на понравившийся мне комментарий или на тот комментарий, который набрал больше всего лайков. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.